Hello everyone and welcome to my Slow Russian video course. Today we're gonna talk about the best Russian movies. And as usual, I'll be speaking very slowly in slow Russian. So if you learn the Russian language, practice listening. And if you don't, just turn the subtitles on to understand what I'm saying. Here we go. Начнем мы, конечно, с фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Это, наверное, самый известный и самый любимый русский фильм. Точнее, советский фильм. Это 70-е годы. Что интересно, он снят на основе пьесы Михаила Булгакова, того самого, который написал знаменитый роман «Мастер и Маргарита». Немного о сюжете. Советский ученый-изобретатель создал машину времени и хотел увидеть древнюю Москву XVI века, во времена правления Ивана Грозного. Но по случайности, по ошибке, царь попадает в 70-е годы XX века, а два посторонних человека, случайных, попадают в XVI век. И это очень смешной, очень веселый фильм с прекрасной музыкой, с прекрасными актерами, с великолепными костюмами. Поэтому кому стоит его смотреть? Всем. В принципе, всем. Он очень легкий, очень-очень позитивный. Но иностранцам следует иметь в виду, что там сложный юмор. Юмор именно языковой. Там много отсылок к древнерусскому языку. И это смешно только для русского человека. Поэтому просто смотрите, получайте удовольствие, но не ждите, что шутки покажутся вам смешными. Второй фильм «Девчата». Это один из любимых фильмов советских зрителей и российских зрителей сегодня. Изначально фильм «Девчата» был черно-белым, он старый. Но недавно его отреставрировали и заодно раскрасили. То есть теперь можно выбрать черно-белый или цветной. Сюжет этого фильма простой. 1950-е годы, поселение рабочих где-то далеко на краю России во время суровой зимы. И вот туда приезжает молодая, наивная девушка и начинает там работать. Ну и, разумеется, это фильм про любовь. Это лирическая комедия. Кому стоит смотреть этот фильм? Разумеется, девушкам, женщинам, потому что он очень милый, очень трогательный, но также рекомендую смотреть его всем, кто интересуется жизнью, бытом в СССР. В 50-е весь мир пугали словом коммунизм. Коммунизм как что-то страшное. Но, как показывает практика,
Иностранцы часто вообще не представляют, как жили люди в Советском Союзе, что они делали, как они общались. Поэтому, посмотрев такие фильмы того времени, можно получить представление. Поэтому смотрите «Девчат». Третий фильм «Джентльмены удачи». Это кино было лидером проката за свой год, 1972. В кинотеатрах его посмотрели 62 миллиона человек. По тем временам это невообразимое количество. То есть этот фильм – настоящий хит советского кино. Немного о сюжете. Группа заключенных выпускается из тюрьмы под видом побега, потому что милиция хочет выйти на след основного преступника. И сами того не желая, не подозревая, они постепенно исправляются, становятся хорошими. И для кого этот фильм? Кому стоит его смотреть? Во-первых, всем, кто любит детективы, а также всем, кто любит комедии. Это, конечно, комедия. Но опять, здесь нет очевидного юмора, здесь нет прямых шуток. Весь юмор здесь в действиях, в движениях, в каких-то комбинациях, не в прямых разговорах. Опять же, это довольно сложно для иностранца. Поэтому решайте сами. Но этот фильм один из моих самых любимых. And that was it for today. If you want to receive my free Russian lessons about Russian movies, go to realrussianclub.com/subscribe and you'll receive my email course. That was it for today. Thank you very much for watching and I hope to see you in my next video. Bye bye!